В этом уроке мы научимся работать с полями для ввода. Поменяем имя окна и разрешение, чтобы было чуточку красивее. Введем строковую переменную name. В нее мы будем считывать информацию с поля для ввода. Чтобы все работало, нужно, чтобы функция с выводом сообщения была в главной функции. Теперь нужно добавить нашу считанную переменную.